16 апреля, шорт свой тянул уже пятый день, вижу только все в негативе. Аргументы буду сейчас рассказывать в вкладке сообщества на ютубе. Вот этот скриншот, что сейчас я показываю, он уже там есть. Нажимайте на паузу, здесь большая работа, я ценю ваше время и сэкономил вам кучу времени. Вот это блок, то, что я на кого подписан, большинство уже ждут рост, когда мы на хаях. Дальше по дивергенциям. По дивергенциям здесь за три блогера за снижение. Дальше это геополитика, тут по Bloomberg всякие, Fox News. Переходите, смотрите, нажимайте, читайте. Ну, видите, да, война еще не закончилась, но они уже типа говорят, что все хорошо. Дальше за рост по дивергенциям. Это выдача Ютуба по ключевым словам, там топы, блогеры, короче, от 150 до миллиона подписчиков. Тут за рост 2 бычьих дивера, за снижение 3. Ну, это такое, я за это не отвечаю, а вот это интересно. Вот видим, что 33 источника показывает, 33 видео, 33 блогера топят, что мы за рост, а за падение 6. То есть мы знаем, что большинство всегда ошибается. Во вкладке сообщества это есть, пока нету телеграм-канала. Я показываю, как работает большой таймфрейм, фондовый рынок 72 разделить на 4, получается 18. То есть на одном таймфрейме я показываю 72 дня и 18 дней. Мы вот растем экстремально, да, мы растем, ракета, to the moon, но у нас вот медвежья дивергенция. Мы на инаугурации Дональда начали снижаться. Здесь была эйфория, мы начали снижаться. То же самое и здесь. Я говорил про вот это, что мы сюда придем 2-3 недели назад, что тут будет эйфория, оно таки есть. Вот посмотрите, нажмите на паузу, почитайте, что тут пишут Bloomberg, что все, мы уже летим на to the moon, короче, возле хаев. Смотрите, какие у меня аргументы. Мой индикатор, он показывает мультитаймфрейм. Вот этот индикатор я абсолютно бесплатно отдам. Досмотрите до конца, это все вы поймете. Также в конце я покажу от 1 минуты до 30 дней на одном графике. Вы сможете почувствовать, узнать пульс фондового рынка Америки. Все дивергенции на одном экране. На каждом таймфрейме 5 индикаторов показывает. Что, смотрите, какие у меня аргументы. Почему мы будем снижаться? Потому что мы пиляли месяц войны, больше даже, да, мы вот так вот пиляли медленно, но мы так не пиляем. Мы, если что-то случается, допустим, какие-то ситуации экстренные, типа Чернобыля, как бы, ну тогда фондового рынка не было такого ажиотажа, а тогда интернета не было. Ну а когда у Японии атомка бахнула, когда было землетрясение, то доллар вот так вот улетел, а иена упала, блин. А тут, ну это смешно, я говорю, что это манипуляция. Оно таки произошло. А сейчас происходит манипуляция, сейчас ритейл заманивает, а капитал большой выходит. Давайте проанализируем ситуацию в 2022 году. Вот в начале 2022 года биток как бы тоже давал надежды, что биток, евро, биток тут уже падал в 2022 году. Ой, какой евро, господи, фондовый рынок, индекс S&P 500. Вот тут был перехай. И light time frame, 18 дней, это серьезный таймфрейм. Те таймфреймы, которые я вам сейчас покажу, такое даже вам на Уолл-стрит не покажет. Я сейчас покажу где-то 10 таймфреймов, 35 дней, 24. Ну, короче, давайте сейчас аргумент сначала, и потом можете даже отсюда выключать, и оно вам не надо, все равно вас побреет, если меня не досмотрите. Вот, короче, вот тут был перехай, но 18-дневка была уже в отрицательной зоне. Тут вот была медвежья дивергенция, раз, два, три, и вот на 4-й мы начали снижаться. Вот 18-дневка показала, что медвежий дивер был вообще экстремально в самом низу. Он даже и в положительную зону не поднялся, а гистограмма 18 дней. Что мы сейчас видим? Мы видим, что у нас перехай, и мы видим, где 18-дневка. Она глубоко в отрицательной зоне. То есть это говорит, что мы можем снижаться вот так вот, очень быстро. Нам говорят, что все, за 100 лет такого не было, да, это развод за 100 лет будет. Понимаете, когда Дональд у власти, он только, ему нужно деньги, и все. В общем, мы понимаем, что большой таймфрейм, вот 18 дней, МАКДИ показывает, медвежья дивергенция, большой таймфрейм, 72 дня, это серьезно, это 100, это 10 недель, либо 2 и 4 месяца, одна свеча, сегодня открытие свечи, и мы видим, что у нас перехай, а гистограмма не показывает, что у нас перехай. С этим разобрались. Дальше 35 дней таймфрейм, тоже медвежья дивергенция по МАКДИ, мы растем, перехай у нас, да, вот видим, мы тут уже сделали перехай, а цена вот вниз. И если посмотреть вот эту сводку, то все, тут все говорят за фондовый рынок, что все, мы летим еще выше, ну куда, мы если мы на хаях. Мы вот сделали перехай, а тут у нас медвежья дивергенция. И видите, light time frame 9 дней абсолютно даже не зашел в положительную зону. То есть это фейк рост, оно без объемов все растет. Дальше, вот та же самая ситуация. Вот тут был перехай у нас 22 год. Давайте я скриншот вот этот отодвину. Это у нас, когда биток начал уже падать, 22 год, 3 января. Вот тут у нас даже в положительную зону не зашла девятка, 9-дневной таймфрейм, лайт таймфрейм. Медвежья дивергенция по МАКДИ, по гистограмме, медвежья дивергенция 35 дней. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим, что вот уже была медвежья дивергенция, вот здесь. Тут уже начали распределять всякие баффеты, всякие SEO-компании. Есть сайты, и где на этом сайте можно смотреть, если Безос, если Маск, если кто там владеет Microsoft, я забыл, в очках, если они продают на хаях, это все, это уже жди, просто, что все будет снижаться. Вот видите, медвежья дивергенция, это 35 дней, дальше 24 дня. 24 дня, то же самое, медвежья дивергенции везде наблюдаются. Здесь на 24 днях, light time frame 6 дней, почти неделя. Тоже 6 неделька вообще в отрицательной зоне. Ну где здесь рост, абсолютно. Понимаете, здесь 24 дня. Вот когда мы здесь росли,
то тут оно как-то быстро мы пришли, да, вот шестидневка мгновенно подошла сюда, а мы вообще где? Мы просто на дне, мы просто на дне, то есть объемов нету, просто, ну, все печально. То есть здесь никто абсолютно не откупает, здесь уже продают, потому что здесь ритейл покупает, видите, какая дивергенция. Дивергенция просто сумасшедшая, вот, медвежья дивергенция, вот. Если вы в лонгах, ну хотя бы зафиксируйте, заберите свое тело. И то, что там по стопу выйдет, ну вы свое хоть не потеряете. Дальше, 18 дней, то же самое. Light time frame здесь 5 дней. Пятидневка у нас в отрицательной зоне. Тут у нас медвежья дивергенция на 18-дневке. Пятидневка, ну короче, тут все. Одна только двухдневной таймфрейм показывает, что там что-то наблюдается. Дальше, я показываю 12 дней. Медвежья дивергенция есть по трехдневке. По трехдневке также вот медвежья дивергенция, видите, да, мы обновили, уже вот здесь перехай, но нам нужно хотя бы вот эту трехдневку обновить, а мы не обновляем, это медвежья дивергенция. Дальше 9 дней. 9 дней здесь уже light time frame 2 дня. Вот тут уже, да, оно как бы идет синхронно, цена вот тут растет, и двухдневка уже перебила вот эту зону. Вот тут, да, 2 дня уже прогресс растет. 8 дней, то же самое. 8 дней, MACD, медвежья дивергенция, 2 дня, бычья дивергенция. Это не бычья дивергенция, это уже синхрон с ценой. Дальше 6 дней. Шестидневка нам показывает, что медвежьи дивергенции, то же самое 2 дня. Ну все, то же самое, что и на 9 и 8-дневки. Так, тут у нас уже light time frame 1 день и 4 дня. На 4-дневке тут можно сказать, что уже, да, тут тоже 4-дневка идет в синхроне с ценой. И что мы видим? Мы видим... Сейчас, одну секундочку. Так, на дневке, да, вот медвежья дивергенция. И дневка тоже тут была скрытая медвежья дивергенция, когда мы не смогли обновить. А сейчас мы обновили, сделали перехай, и дневка, да, уже по-обычному смотрится. День, 3, 2 и 1 день. Дальше смотрим 3 дня. Здесь light time frame 18 часов. И видим уже картина масла. 18 часов уже показывает медвежьи дивергенции. Цена растет, и вот медвежьи дивергенции. С этим разобрались, с этим понятно. Дальше что мы смотрим? Мы смотрим 2 дня. Двухдневной таймфрейм вот показывает медвежья дивергенция по объему. Light таймфрейм 12 часов. 12 часов еще вчера показывала медвежьи дивергенции. То есть цена растет, а желтенькая гистограмма, она показывает, что мы снижаемся. И 1 день. 1 день. Тут вот фильтр у меня есть, скользящая средняя 30, она вот идет желтенькая вниз, бирюзовая вверх. Она фильтрует вот это движение MACD, то есть MACD идет вверх, а фильтр показывает, что мы идем вниз. И тоже гистограмма показывает медвежьи дивергенции. Так, с этим разобрались. Дальше. По уровню волатильности мы пришли, вот был вот тут хай, вчера мы тут тестанули, и сейчас перегретости стоим по уровню волатильности 12-часовом, мы возле 12-часовки, возле белого сопротивления. Вот здесь обычно сильные медвежьи дивергенции и стоит ждать отката. По 12-часовке тоже тут все слабо. Мы растем, а тут медвежьи дивергенции. То есть это слабая картина. И локально по двухчасовке вот мы растем, тут снижались, потом фейк рост, и что мы сейчас наблюдаем по индикаторам? По индикаторах тоже медвежьи дивергенции. Ну вот была скрытая бычья, и дальше идет оно все синхронно. Цена снижается, индикатор снижается. И теперь я покажу вам табличку. На одном экране вы видите от 1 минуты до 30 дней индикатор, и можно наблюдать бычьи медвежьи дивергенции. Вот один индикатор, дальше это второй, третий, четвертый, пятый. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим, что на часе медвежья дивергенция. Дальше, на 8-дневке это Боллинджер, я сюда более так не смотрю, и вообще нужно убрать Боллинджер и индекс страха, он только отвлекает. Мы видим, что на 5-минутке что-то там пытается отрасти. 5-минутка, это задержка у нас 1 бар, то есть 1 бар здесь. Так, ну, на часовке медвежьей дивергенции, и в принципе такого тут, ну, час против 6. Но это то, что попало в таблицу. Оно же может сюда и не попасть, потому что я вам показывал, многое чего сюда не попало. И посмотрим на сигналы, те, которые имеют задержку 2 бара. Они более сильные, потому что рисуется дивергенция, и потом индикатор должен дождаться 1 бар, нарисовался другой бар. Если цена не упала, не выросла, ну, если, допустим, это медвежья дивергенция, если цена не выросла, не перебила дивергенцию, то оно остается. То мы видим, что 12 часов, 13 часов, 14 медвежья дивергенция. Вот это сильные сигналы. 8 часов медвежья дивергенция. То есть, ну, 8-минутка бычья против 14 часов, это слабо. Все, лайк, подписка, ценю ваше время, переходите, нажимайте на паузу, смотрите. Вот эти все индикаторы можно абсолютно бесплатно получить, просто зарегистрироваться на бирже по моей ссылке, написать мне, я вам дам все доступы, и вы будете понимать правильную сторону рынка.